Всем привет! Вы на канале Pop Music. Меня зовут Полина, и сегодня у нас на обзоре цифровое фортепиано Kawai ES120B. Поехали! Это цифровое пианино представлено в портативном варианте, то есть у него в комплекте не идут стойки, но их можно будет докупить отдельно, причем для таких инструментов предоставляются стойки рояльного типа для того, чтобы сымитировать вид компактного полноразмерного корпусного инструмента. Здесь у нас, конечно же, клавиатура на 88 клавиш, она взвешенная, здесь молоточковая механика. Клавиатура чувствительная к нажатию, здесь 4 степени чувствительности. Также у этого инструмента в комплекте идет пюпитр, педалька не рояльного типа, больше похожа на лягушку, компактная. И также в комплекте идет блок питания. По характеристикам здесь полифония 192 голоса. Это очень хорошо для таких инструментов. Хотя, собственно, что говорить, все-таки Kawai, эта компания, она уже на слуху, поскольку они производители большого количества клавишных инструментов, прекрасно зарекомендовавших себя среди музыкантов, среди профессиональных музыкантов. И этот инструмент не исключение, несмотря на его небольшой формат, он имеет очень хорошую библиотеку тембров. Здесь у нас 25 тембров, из которых 8 – это только исключительно тембры фортепиано. Этот инструмент был записан на базе рояля Shigeru Kawai, который широко используется в различных концертных залах. Это большой профессиональный акустический рояль. И сэмпл этого рояля используется как раз-таки в этом инструменте. Я думаю, что это вы услышите, поэтому предлагаю сразу же перейти к демонстрации тембра. Очень мягкое, приятное, матовое звучание. При этом есть и более яркие тембры фортепиано. Давайте их послушаем. Невероятно яркий, тембрально насыщенный звук этого инструмента действительно создает ощущение игры как на живом рояле. И действительно звуки, которые использованы для этого инструмента, они записаны на высококачественные микрофоны, за счет чего получилось передать максимальное звучание живого инструмента. И это действительно здорово. Спасибо за это бренду Kawai, что они создают такие классные инструменты с точки зрения звучания. Сама клавиатура, возможно, вы уже смели заметить, что она сделана в матовом стиле. Клавиатура пластиковая, но, опять же, с точки зрения тактильности, это нисколько не смущает при нажатии, потому что очень приятное покрытие, оно не шершавое, при этом создается ощущение все равно, как будто бы вот имитация под слоновую кость. В целом, даже с точки зрения тактильных ощущений, этот инструмент очень приятный.
По тембрам, которые еще имеются у этого инструмента, это есть секции электронных фортепиано и есть секция других инструментов. Это, например, струнный оркестр, различные варианты перкуссионных инструментов. Давайте некоторые из них посмотрим. Конечно же, продемонстрирую тембр электрофортепиано. Или, например, посмотрим, как здесь звучит тембр органа. Конечно же, куда без тембра струнного оркестра. Или, например, здесь есть тембр хора. Благодаря такому выбору разных инструментов вы можете не ограничиваться только тембром фортепиано, но использовать какие-то другие, не очень классические тембры для вашего исполнения. Что же еще по функциям? Конечно же, поскольку этот инструмент все-таки больше заточен на классическую игру, у этого инструмента имеется большое количество настроек эффектов. Например, здесь можно изменить чувствительность клавиатуры и выбрать, например, наиболее тяжелую. Таким образом, придется сильнее нажимать на клавишу, но будет больше сама по себе динамика. Либо совсем убрать чувствительность, звук будет достаточно топорный, но, во всяком случае, тоже имеет место быть в каких-то, может быть, очень экспрессивных произведениях, когда нужно действительно максимум звука, можно попробовать совсем отключить чувствительность. Плюс ко всему здесь можно изменять эффекты хоруса и реверберации. Здесь есть настройки акустики. Можно изменить акустику и сделать, например, вариант звучания как в концертном зале, или как на небольшой сцене, или как в комнате. К сожалению, в связи с тем, что у нас инструмент, он подключен к внешней звуковой системе, здесь не очень будет слышен сам по себе эффект изменения акустики, но если вы не подключаете инструмент, а он звучит, исходя из встроенных динамиков, то этот эффект действительно будет слышен, и разница акустическая будет слышна. Помимо прочего, здесь есть функции записи аж на 3 дорожки. Кстати, это действительно здорово, потому что в основном у аналогов таких инструментов имеется только одна дорожка записи. Здесь их 3. Вы можете записать ваши композиции максимум на 15 тысяч нот каждая. В тот момент, когда заканчивается память, запись автоматически заканчивается, и он предлагает вам возможность, например, воспроизвести запись, либо ее можно удалить и записать что-то новое.
И, кстати, если вы не хотите заморачиваться с настройками для этого инструмента, здесь есть смарт-режим. Он позволяет использовать уже заложенные настройки для, например, фортепианных тембров. То есть при выборе определенной клавиши у вас меняется именно настройки акустики. То есть где-то, например, используется больший эффект шума демпфера или используется больше эффект хоруса. И для того, чтобы не выбирать самостоятельно, можно использовать функцию Smart. Она достигается с помощью комбинации клавиш, и можно выбрать нужные нам настройки для инструмента. Помимо прочего, конечно же, здесь есть 4 пользовательских банка памяти для того, чтобы загрузить туда именно свои настройки, для того, чтобы вы могли быстро переключаться между нужным вам тембром. Хочу обратить внимание, что рабочая панель здесь достаточно компактная. У нас здесь есть несколько клавиш, каждая из них подписана определенной функцией. Я уже не раз говорила в обзорах то, что в современных моделях отсутствие некого экрана немного затрудняет задачи самого инструмента. Во-первых, люди не всегда хотят разбираться в функциях, которые здесь есть, но и это затрудняет некоторую навигацию в инструменте. Вот, например, опять же, для выбора функции Smart нужно зажимать несколько клавиш здесь и определенные клавиши на клавиатуре, если бы хотя бы были какие-то, например, я не знаю, наклейки или ориентиры для того, чтобы понимать, как где разделяется клавиатура, было бы гораздо удобнее. Но, с другой стороны, может быть, многим людям и не так важны дополнительные настройки, хотя очень зря, потому что иногда это действительно очень полезные штуки, и они ограничиваются именно какими-то тембровыми разнообразиями, не используя дополнительные функции. Но здесь есть одна интересная вещь. Например, у этого инструмента есть ритмический аккомпанемент. Не путайте с автоаккомпанементом. Здесь нет возможности его гармонизовать. Это как определенная разновидность метронома. Здесь есть как классический метроном. Также, например, можно добавить именно ритмический аккомпанемент. Как это делается? Здесь также используются одновременно 2 клавиши Transpose и Piano, и зажимается одна из клавиш верхней части клавиатуры. Таким образом, у нас будет звучать другой ритмический аккомпанемент. Здесь таких вариантов порядка 100 штук. То есть вы можете не ограничиваться только классическим вариантом метронома, а добавить какие-то ритмические рисунки для того, чтобы сопровождать ваше звучание. Во-первых, становится не так скучно, а во-вторых, это действительно добавляет новых красок к вашему исполнению. Еще из дополнительных функций этот инструмент содержит в себе функции Dual и Split. Как они работают у данного инструмента? Dual, напомню, позволяет нам наложить один тембр на другой. Здесь эта функция активируется достаточно просто. Для этого нам достаточно зажать 2 секции тембров, которых мы хотели бы использовать совместно. Либо мы можем также с помощью клавиш на инструменте переключаться между тембрами внутри категории, даже между тембрами внутри одной категории, чтобы выбрать 2 разных тембра. Но сейчас попробуем соединим 2 секции. У нас здесь есть, например, тембр оркестра, как мы уже раньше смотрели. И мы можем попробовать его соединить с электрофортепиано.
поводу сплит. Сплит нам позволяет одновременно использовать два разных тембра, но не накладывая его друг на друга, а используя его в разных частях клавиатуры. Так, например, мы попробуем сейчас использовать в левой части тембр, например, баса, в правой части оставим фортепиано. Здесь с точки зрения активации функции придется немного помучиться, потому что здесь мы уже будем задействовать клавиатуру и клавиши. За активацию функции сплит у нас отвечает нижняя клавиша до диез. И с одновременным нажатием той секции, которую мы хотим использовать в левой части клавиатуры, мы зажимаем эту клавишу. Находим нужную нам секцию. И зажимаем клавишу до диез. Таким образом, в левой части клавиатуры у нас бас, и в правой части фортепиано. И попробуем использовать это вместе с нашей ритмической подложкой. Так что любое сочетание, которое вам захочется, можно будет использовать на этом инструменте. Помимо всего, приятным дополнением в этом инструменте это функция Bluetooth, которая содержится здесь. Это и Bluetooth Audio, и Bluetooth MIDI. Аудио позволит нам воспроизводить музыку через динамики этого инструмента от вашего устройства. А функция MIDI позволит нам подключать ваше мобильное устройство к инструменту и, например, обучаться с помощью каких-то приложений. У кого есть свое приложение, оно называется Piano Remote. Там есть функции, помимо обучения, различные расширения тембров. Там можно дистанционно менять акустические настройки, дополнять тембры инструмента. Может быть очень приятным таким дополнением, опять же, для вашего исполнения. И, конечно же, да, если у вас нет возможности, например, заниматься с педагогом, через Bluetooth MIDI вы можете подключить приложение, в котором может быть нотная библиотека или прям какие-то обучающие курсы, и использовать одновременно с этим инструментом. Главное, чтобы они сопряжались друг с другом. И, кстати, это приложение Piano Remote доступно как и на платформе iOS, так и на Android. Ну что, подводя итоги, безусловно, инструмент бренда Kawai – это сугубо профессиональные инструменты. Да, возможно, их клавиатура все-таки отличается от акустических роялей, но с точки зрения звука к ним нет никаких нареканий. И, конечно же, живой записанный сэмпл рояля действительно звучит более благородно и более насыщенно в динамиках этого инструмента. Получается, что у вас дома будет инструмент, звучащий как акустический, но при этом в 2, а то и в 3 раза меньше, чем акустический. Кстати, к этому инструменту идут специальные, как я уже говорила ранее, стойки рояльного типа, и также можно докупить блок тройной педали и использовать этот инструмент как полноценный корпусный инструмент. Кстати, в настройках, в инструкции указано, какие именно стойки, какие педали подойдут для этого инструмента. Безусловно, здесь есть и разъем под наушники, чтобы вы могли заниматься, никому не мешая. Есть разъем для подключения к компьютеру, чтобы использовать этот инструмент как рабочую станцию. И здесь есть 2 разъема под педаль. Один педаль тройную и второй демпферный, чтобы использовать одинарную педаль, как в комплекте этого инструмента. С точки зрения дизайна все максимально просто, стильно, в минимализме, выполнена рабочая панель, ничего лишнего. Кстати, инструмент есть в 2 цветовых вариантах. Черный и вариант молочного инструмента или светло-серый. Поэтому можно выбрать
тот, который будет вам ближе. И, конечно же, в своей ценовой категории это не самый бюджетный инструмент, но нужно понимать, что это полностью отвечает его качествам именно звука. Поэтому, если вы ищете для себя профессиональный клавишный инструмент, этот вариант может быть одним из претендентов на роль вашего домашнего инструмента. Ну а что думаете вы по поводу этого инструмента? Оставляйте ваши комментарии, задавайте вопросы, ставьте лайки, делайте репосты. А с вами была я, Полина. До новых встреч. Пока-пока. Так, демонстрация тембра. Демонстрация тембра. Внимание! Демонстрация тембра. А нет, а делай перед каждой игрой. И ну как ты игра, извещение. Демонстрация тембра.